Прежде чем мы начнем выпуск, угадайте, что в этом прогнозе погоды не может быть правдой. Коротко о погоде в стране и в мире. Ядерная буря в пустыне в Египте. Ожидается кратковременное потепление на 6000 градусов и небольшие радиоактивные осадки. Переживать не стоит. Это плановые ядерные работы. В Средиземноморье сауна. Спутник «Знамя-3» сфокусировал солнечный зайчик размером 1 километр на море, чтобы испарить часть воды. Влажность поднимется до максимальных значений и продержится до конца недели. В Сибири по-прежнему джунгли. Теплое течение растопило полярные льды, и температура поднялась с плюс 36 до плюс 40. Последний айсберг на планете растаял, с чем вас и поздравляю. Погода в Питере солнечная. Вот это да! Как такое произошло? 20 тысяч тонн цемента скинули с неба, с самолета, прямо в мешках. Вот как оказывается просто наладить погоду в Питере. Ну что, готовы узнать, что в этом прогнозе погоды не может быть правдой? На самом деле, все это возможно, если у вас есть немножко безумия, куча ресурсов и крепкие яйца. Сейчас вы узнаете, как создать новый континент, где нужно повесить зеркало, чтобы остудить землю, как горы умеют призывать дождь, зачем нужно затапливать Сахару, как прикурить от космического паруса, что нужно построить, чтобы в Сибири росли пальмы, зачем ученые хотят взорвать вулкан, можно ли купаться в ядерном озере, и, господи, сколько много всего, и как не стать суперзлодеем. Не чувствуешь себя живым? Не чувствую. Не чувствуешь себя живым? Ну да. Не чувствуешь себя живым? Да. Не чувствуешь себя живым? Игры стали похожими друг на друга и плоскими, как настолки за 700 рублей. Тьфу, бесит. Я хочу жить! Господи, что это такое? Почувствуй себя живым, прогибы! Думаешь, 4 до сих пор норм? Да, если ты любишь постарше, 5! Вот что сделает тебя живым, и все игры вокруг тоже. PlayStation 5! Ну их же все раскупили. В магазине вообще ни одной не найти. Никаких оправданий. Если любишь, дождешься. В новой 5 3 измерения. Первое — сочнейшее измерение, 8К. Второе — геймпад измерение. И третье — звуковое измерение. Я знаю, что ты скажешь, оказавшись перед 5. Кто-нибудь, заберите от меня PlayStation 5, пожалуйста. А я не отдам. На твоем надгробье выбьют Destruction All Stars. Ведь это игра, ради которой можно умереть с голоду. Новая технология Tempest 3D в наушниках. С ней ты не услышишь звук в микроволновке, ведь ты прямо в котле событий. По реву моторов можно услышать, с какой стороны крадется вражеская тачка, чтобы размолоть тебя в труху. Destruction All Stars. Только на PS5. И все хиты, которых реально ждут, заточены под новое железо PlayStation 5. Ради них точно пора обновляться. Бей железных динозавров в Horizon запретный запад. Испытай межпространственный удар в Ratchet & Clank сквозь миры. А еще тебя ждет Gran Turismo 7, где тачки блестят, будто их намазали салом. Resident Evil Village с той самой роковой красоткой 3-метровой женщиной. Да, убей меня, моя госпожа! Братан. Ты хочешь что-то сказать? Может, в GTA-шку а? Может, в колду катнем? Раки! Все раки сдохли на миде. Больше никаких раков, только PlayStation 5, и я все сказал. Эти 30 минут меня не беспокоить. Смотрите новый выпуск, он хороший.
Ссылка в описании. А если не перейдете по ссылке в описании, то нас всех сварили напрасно. Ёп, Ян, что нужно сделать, чтобы в России жилось хорошо? Победить коррупцию? Чтобы выборы были честными? Или России пора уже давно сменить режим? Да, здесь должна быть шутка про власть, но у меня в сценарии ее заменили и написали «удали, удали, 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 удали». Удалил. Поэтому я не буду говорить про политический режим, а буду говорить про климатический. Например, как думаете, можно ли поменять климат так, чтобы в Магадане и в Канаде были субтропики? Представьте, например, Норильск, вид из окна хрущевки, а там пальмы, апельсины растут, только руку из окна протяни. Куртки зимние покупать не надо. Помидоры по 200 рублей за килограмм, а не по 3000, как сейчас. Футболка одна на весь год. Дезодоранты просто в дефиците. Ну и на любителя, ананасы в баночку на зиму. В общем, вся Сибирь и Арктика сплошные Сочи. А что если я скажу, что для этого хватит всего лишь одной черточки на карте? Советские инженеры чертили ее вот здесь. Это кажется невозможным, но если люди поставят бетонную плотину длиной 88 километров через весь Берингов пролив между Россией и Аляской, то зимы начнут теплеть уже через несколько лет. Как это возможно? Расскажу. Плотина перекроет приток прохладной воды из Тихого океана в Ледовитый, а в это время теплое течение из Атлантики разогреет север. Но это еще не все. Внутри плотины хотели поставить насосы, чтобы откачивать уже остывшую верхнюю воду в Тихий океан и не давать ей охладить климат заново. Для вас это просто звуки, которые я говорю с ваших экранов. Через минуту вы о них забудете. А для инженеров СССР было нормально каждый день думать, как качать океан насосами. Из одного в другой. Да, для этого нужно было всего 25 миллионов киловатт энергии. Где их взять? Хотели построить 2 атомных станции. С одной стороны плотины в России и с другой в Америке. Да, американцам тоже предлагали вписаться в этот проект, но качать холодную воду во времена холодной войны американцев не грело. Да и вообще этот проект был как-то не горячо им и не холодно. Вот. И на этом каламбуре мы, пожалуй, пойдем дальше. В старом учебном диафильме про то, каким будет 2017 год, плотина все же появилась. Этот проект мог стать апгрейдом для планетарной системы отопления океанического конвейера. Видите? Это крупнейшие морские течения. Именно они, а не воздушные массы, переносят большую часть тепла на Земле. Почему? Почему именно они? Потому что чисто физически килограмм воды может впитать в себя в 4 раза больше тепловой энергии, чем килограмм воздуха. Вспомните батареи у себя в квартире. Чтобы вам было тепло, воздух должен нагреться, но сам он будет нагреваться от горячей воды в трубах. В ней больше энергии, и она медленнее отдает тепло. А воздух быстро отдает тепло из-за своей плохой теплоемкости. Поэтому, например, в машине, когда вы такие выключаете кондиционер, очень быстро становится холодно. Нужно опять зажигание включать. Понимаете? Поэтому, построив сейчас мегаплотину и закрыв холодные течения, мы поменяем мировую отопительную систему. Синенького крана в Арктике больше нет, есть лишь красный, теплая вода из Атлантики. Что в итоге? В итоге Северный Ледовитый океан потеплеет. Морские льды растают и перестанут отражать солнечные лучи обратно в космос. Океан будет брать солнечные лучи на себя, потому что он не будет уже белый, да, он будет брать энергию больше, и температура его будет подниматься. Климат Арктики отправится обратно, как на машине времени, в эру динозавров, когда в Гренландии рос дикий виноград, а в Якутии секвойи. В России сейчас 60% площади занято вечной мерзлотой. Смотрите, здесь земля твердая, как лед, на сотни метров вглубь. Сейчас она не приносит пользу человеку, никакую вообще, это бесполезная земля. Но после оттаивания Арктики мы могли бы нормально строить здесь дома и выращивать еду. На английском такие проекты называются макроинжинирингом, на русском — мегапроекты. Мегапроект — это когда ты строишь по-крупному, когда твоя стройка меняет облик планеты. И для такой стройки мало собрать строителей. Для нее нужна команда реальных гениев. Инженеры, физики, химики
подрывники, экологи, специалисты по редким бабочкам, которых вы случайно можете убить, адвокаты, потому что по-любому кто-то на вас подаст в суд из-за масштабов строительства, и сотни разных специалистов. Это как строить коллайдер или МКС. Нужно собрать всю науку в одном месте или даже построить проект всем миром, собраться странами. А кто у нас любитель строить крупные проекты, как вы думаете? Я дам подсказку. Великая стена. 4 великих изобретения. Непонятно, да? Великая битва с воробьями. Да, я про китайцев. Сейчас у них еще один крупный проект. Великое перемещение рек. На юге у них течет река Янцзы, которая постоянно выходит из берегов и убивает людей. А на севере, наоборот, все страдают от засухи. Поэтому китайцы решили перебрасывать излишки воды с юга на север. 45 миллиардов тонн воды в год. Как такое возможно? А вот так, китайцы строят сразу 3 канала. По сути, 3 новых реки длиной 3000 километров. У таких проектов есть вечное проклятие. Если хотя бы чуть больше, чем нужно, заберешь в одном месте воды, а в другом месте ее будет не хватать. Когда Советский Союз начал выращивать хлопок в Средней Азии, воду для полива стали брать через каналы из 2 крупных рек, которые питали Аральское море. Раньше тут ходили корабли и водилось много животных. В итоге люди стали воровать из рек так много воды, что Аральское море обмелело и превратилось в пустыню Аралкум, покрытую солью и ядохимикатами. Корабли там теперь ходят только вот так. Я знаю, о чем вы сейчас думаете, что эти проекты разрушительные. Но история знает случаи, когда полная откачка воды приносила пользу. Четверть Нидерландов лежит ниже уровня моря. И голландцев всегда люто бесил океан. Он постоянно их топил во время шторма. И они выбегали, и били его ногами, и кричали «сука, сука, сука!». Но ничего не помогало. Но если долго пинать океан, в какой-то момент он скажет «ладно, все, пацаны, хорош, зря быканул. Хорош. Все, ухожу. Сначала отгородили целый залив с помощью дамбы, гигантской земляной насыпью в середине моря, и дали реке вымыть оттуда всю морскую соль, а потом выкачали насосами кусок моря. Вот так было до, а так стало после. И получилось 2000 квадратных километров суши. Целая новая область из ниоткуда. Можно сразу Питер и Самару тут поместить. А чтобы океан не отомстил им за дерзость, Голландия огородилась цепью умных защитных сооружений и больше их не затапливает. Но голландцам оказалось мало. И в какой-то момент после того, как они съели кекс, им показалось, что их страна слишком плоская. И они захотели построить там гору с лыжными склонами, чтобы тренировать спортсменов, самим кататься, на санках можно съезжать. Ну, чтобы было и весело вроде как, и гора. Для горы высотой 2 километра и шириной 5 километров понадобится почти 3 миллиарда тонн песка. Чтобы сыграть в такой Майнкрафт, понадобится 7 триллионов долларов. Казалось бы, да? Просто песок. А нужно на него 7 триллионов долларов. То есть, во всем мире 90 триллионов долларов. Во всех вкладах, вот мы сейчас все деньги всех стран посчитаем, 90 триллионов долларов. Разделим на 7 триллионов, получается 13 гор. Все, что мы можем, все вообще, вот человечество так старалось зарабатывать деньги, тыры-пыры, инвестиции, акции, там, Уолл-стрит, и что мы можем? Мы можем построить только 13 гор. Все, вот что. Равняйте, вот человечество равно 13 гор, больше мы ничего не можем. И то мы с космоса их не будет видно. Да. А еще говорят, великая цивилизация. Нет, мы такие же вот маленькие, ничего не... В общем, голландцы осадились от такой идеи. 7 триллионов — это много. Зачем? Когда можно просто там сменить траву и не вставать с дивана. Очевидно же, лучше. Но это не смутило арабских шейхов. Арабские шейхи хотят построить гору. Она им нужна для того, чтобы приманивать деньги. Нет. Осадки. Они хотят дождей. Горы заставляют теплый влажный воздух подниматься вдоль склона и остывать на вершине, выпуская из себя капельки конденсата в виде дождевых облаков. Сделать новую гору очень дорого. А что если создать новый континент? Казалось бы, да? Причем здесь прогноз погоды в начале выпуска? Как вы уже поняли, это была не фантастика, да? Это реальность. И отсюда вопрос. Если бы один гений предложил бы Гитлеру осушить Средиземное море,
и соединить два материка, чтобы установить мир во всей Европе. Что бы сказал фюрер? Я. Или nein. Или ich will. В книге «Человек в высоком замке» немцы победили в войне и задумались о таком мегапроекте, да, самом дерзком в истории. Но его всерьез обсуждали и в нашей реальности. Предложил его вот этот человек, архитектор Герман Зёргель. Его проект под названием «Атлантропа» должен был объединить все европейские страны, которые были жутко измотаны после драки в Первой мировой войне. Чтобы понять, что вообще хотел этот немец, надо смотреть на Средиземное море как на большую ванну. Два пролива, Гибралтар и Дарданеллы, это краны, через которые сюда поступает вода. Нужно слегка прикрыть оба крана, тогда вода будет испаряться быстрее, чем наполняется ванна, и уровень воды упадет. Только вместо кранов Зёргель хотел закрыть море двумя плотинами. На плотинах ставятся турбины, те крутятся под напором воды и выдают электричество халявное, электричество для всей Европы. Мощность достигла бы 110 миллиардов ватт, то есть можно разом включить 55 миллионов чайников. То есть это больше, чем выдают сейчас все атомные станции США. Со временем, пока море испаряется, из-под воды должно выйти 600 тысяч квадратных километров земли. По площади это как две Италии. И вот идея была его в том, чтобы построить на высохшей земле новые города и высадить плантации. Новая суша соединит Европу и Африку в новый единый мощный континент — Атлантропу. Не нужно никуда плыть или лететь. Через Гибралтар и Сицилию можно ездить в Африку на сафари прямо на тачке. Ну хорошо же звучит, да? Все заняты одним большим мегапроектом, одним большим делом строят плотину. Но почему же тогда не получилось? Потому что у немцев были свои планы по объединению Европы. Не плотинами, а бомбами и танками. К тому же тогда лет 50 ждать никто не хотел. Пока море испарится, это, господи, никто не думал о таких сроках. Но сейчас мы это дело можем ускорить. Понадобится кое-что простое, что мы уже можем использовать. Это норвежский город Рюкон. Он со всех сторон окружен горами и половину дней в году находится в их тени. Раньше жители ходили вечно сонными, угрюмыми, но вот на вершине горы поставили несколько зеркал с поворотным механизмом, который перенаправляет лучи и создает искусственное солнце, и жители сразу стали бодрыми и перестали подозревать друг друга в преступлениях. Поняли, о чем я? Да? Солнце светит, изо всех сил старается, чтобы нам было хорошо, приятно, тепло. Но как вы думаете, что будет, если изменить форму зеркала на параболическую, как у спутниковой тарелки, и направить, сфокусировать все лучи в одной точке? Что мы получим? Мы получим ожог третьей степени. Да. Но пользы, стоит отметить, будет гораздо больше. Это бесконечный, капслоком, бесконечный источник энергии. И это довольно старая идея. По легенде, Архимед поджигал римские корабли, которые пришли захватить его родной город Сиракузу с помощью начищенных до блеска щитов. Вы сами можете повторить такое, только возьмите воду и выйдите на улицу. А вот такое вы уже вряд ли повторите. Солнечная печь из сотен зеркал собрана в одно гигантское параболическое зеркало, которое выдает на кончике луча более 3000 градусов и плавит металл. А что если нацелить такой луч из космоса на Землю? И даже не нужно тащить никакого зеркала в космос. Нет, хватит просто светоотражающей пленки, правильно распакованной в космосе. Однажды такое уже запускали. Спутник Знамя-2 сфокусировал на Земле солнечный зайчик размером 5 километров. При ширине отражателя всего лишь 25 метров. Если изменить форму зеркала и угол падения лучей, можно испарять водоемы. Да, по сути, это будет гигантский увлажнитель воздуха или сауна. Похожую конструкцию предложили для терраформирования Марса. Сборка из 300 блестящих шаров фокусирует свет на километровом участке и поднимает там температуру на 100 градусов. Я понимаю, многие из вас живут в обычных серых городах, и максимум из мегапроектов видят лишь новые автобусные остановки. Да, но выполнимые мегапроекты существуют. Существуют. Может быть, не в ваших городах, но существует. И один из интересных примеров — это как превратить пустыню в оазис. Вот здесь, в Египте, раскинулась впадина Катара. Это и дает проекту фору, ведь половина работы уже сделана. Есть широкие впадины, которые осталось только заполнить водой, и все. Но откуда взять столько воды? Есть идея рыть канал из Средиземного моря с помощью кучи техники. Выглядит это вот так. Или второй вариант — решить проблему радикально. Ядерные взрывы? Да. Ядерные взрывы. Они делают любой наш выпуск гораздо интересней. Ведь атомная бомба — это не только большая тупая дубина, да?
А еще и любой инструмент, как швейцарский армейский нож. Из нее может получиться даже огнетушитель. В 1963 году из-за ошибки рабочих вспыхнуло месторождение газа в Узбекистане. Факел поднялся на 120 метров. Это обалдеть. Вода и попытки сбить факел артиллерии не помогали вообще. Пожар шел 3 года, это еще раз обалдеть. И это изрядно всем осточертело. И кто-то психанул и просто взорвал это все ядерным взрывом. От взрыва горная порода сместилась и перекрыла поток газа. Победить огонь ядерной бомбой, а? Это как заедать крылышки KFC, те, что острые, острым перцем Каролина Риппер, чтобы во рту не горело. Бредово, согласен. Но что будет, если ядерную бомбу положить поближе к поверхности? Знаете что? Получится лопата. И если между Средиземным морем и впадиной Катара выкопать 200 скважин и заложить в них 200 зарядов по 1,5 миллиона тонн в тротиловом эквиваленте, то взрывы выбросят лишнюю почву, а кратеры сольются в единый канал. По нему хлынет вода и затопит Катару. В новом мягком климате можно сажать огромный оазис и поселить там людей, и включить там музыку с хорошим басом. Идея – бомба. Ее даже проверили только не в Египте, а в СССР. И, знаете, никто в СССР не хотел заражать страну радиацией, поэтому придумали чистую бомбу. Ну, как чистую? Почти. В них минимум урана, и большая часть энергии выделяется от термоядерной реакции, которая не оставляет загрязнений. 3 такие бомбы взорвали в рамках секретного проекта «Тайга». Жахнули так, что получилось озеро, которое назвали ядерным. Вот здесь оно находится. Местные жители там сейчас купаются и ловят рыбу, хотя кое-где радиационный фон превышает норму, их предупреждают, но им как-то пофиг. Сегодня очень сложно убедить людей в том, что ядерные взрывы могут принести какую-то пользу. У нас и так много проблем с планетой, чтобы еще ядерные взрывы устраивать. Планету лихорадит. Как от гриппа. У нее поднимается температура. И вот эту проблему точно нужно решать в первую очередь. Проблему глобального потепления. И вот здесь в работу вступают геоинженерия. Вот эта штука воздействует на планету хитро. На тонком уровне. Смотрите. Между Солнцем и Землей есть особое место. Оно называется точкой Лагранжа-1, или просто L1. Если туда поместить что-то большое, вроде щита, он будет в равновесии между притяжением Солнца и Земли, не падая ни туда, ни сюда. Щит должен быть прозрачным, как линза, и рассеивать 2% света подальше от нашей планеты. Этого хватит для глобального охлаждения. Насчет размеров щита были разные идеи от 1000 километров до площади Индии. Но такое собрать в космосе и отправить просто нереально. Но что если заменить щит множеством маленьких зеркал на Земле, которые отражали бы свет обратно в космос? Для этого понадобится искусственный вулкан. Что? Как это связано? Сейчас расскажу. И да, мы на это способны. В 1991 году на Филиппинах извергался вулкан Пинатубо. Он выбросил в воздух 20 миллионов тонн сульфатов солей серной кислоты. В таком количестве частицы соли сработали как отражающий слой, как большой зеркальный дискошар вокруг Земли. Из-за этого температура на планете упала на полградуса на 1,5 года. Эта катастрофа вдохновила на новую идею. Стратосферный аэрозоль. Стратосферный аэрозоль. Так называют химическую имитацию вулкана. 100 самолетов будут распылять в стратосфере такие же частицы сульфатов, как и те, что выплевывает вулкан. Чтобы получился достаточно толстый слой для отражения Солнца, нужно 60 тысяч вылетов в год. Это немного. Ежедневно в мире 100-150 тысяч полетов только в гражданской авиации. За 15 лет с помощью стратосферного аэрозоля планируется снизить мировую температуру на 0,3 градуса. А всего нам нужно охладиться на 1,1 градуса. Всего лишь, да? И что? И тогда у нас будет полный контроль над планетой? Полный климат-контроль? Мы же можем, взрывать, мы можем там увлажнять, сушить, вообще все вроде как можем, звонить. Не все так просто. Вы должны кое-что знать о климате. Климат — это хаос. Или по-научному система, чувствительная
к начальным условиям. Самый простой пример такой системы – двойной маятник. Если вы дважды отклоните его на почти одинаковый угол с разницей в сотые доли процента, маятник будет двигаться абсолютно по-разному, хаотично, и это нельзя просчитать. То же самое мы увидим и в нашей атмосфере. В этой модели несколько воздушных шаров отпустили рядом друг с другом на расстоянии в несколько сантиметров. И вот, как по-разному их растащил ветер. В реальности эти траектории невозможно предугадать. А если мы выпустим не шарики, а огромные массы влаги там, где их быть не должно? Или, например, высушим водоемы? Такие фокусы могут поменять рандомно климат над целым континентом. Это и есть тот самый эффект бабочки, когда ничтожное воздействие в сложной системе переворачивает игру. В нашей игре с климатом такие моменты, где маленькая ерунда превращается в катастрофу, экологи называют критическими факторами. К чему это все приведет, мы сказать точно не можем, но мы можем догадываться, что это выглядит вот так. Довольно запутанно, да. Я в первый раз тоже ни хера не понял, но здесь все связано. Один критический фактор запускает другие. Тут есть таяние ледников, гибель амазонских лесов, поломка атлантических течений. Всего 9 факторов. 9 всадников климатического апокалипсиса, который необратимо изменит планету. И наш искусственный вулкан как раз запустит 2 таких фактора. Сломает систему муссонов в Азии и Африке. Это главные доставщики дождей в эти регионы. И это еще не все. Накрыв стратосферу аэрозолем, мы посадим планету на иглу. Пока мы снабжаем атмосферу регулярными дозами сульфатов, все идет хорошо. Но стоит вам прекратить распыление, и у Земли начнется ломка. Из-за накопленного газа и вернувшихся солнечных лучей атмосфера начнет греться в 5 раз быстрее, чем раньше. И нам придется веками снабжать планету сульфатными инъекциями. Так что, когда ваш мегапроект запускает один из критических факторов, это первый признак того, что проект безумный. Второй признак — это его цена. Цены варьируются от 14 миллиардов долларов за орбитальное зеркало до 7 триллионов за гору. Эти цены сравнимы с ВВП целой страны. Обычно это означает, что придется выпотрошить всю планету, чтобы добыть достаточно ресурсов для таких проектов. Но можем ли мы менять климат, не убивая планету, не вызывая апокалипсис и не тратя столько денег? Да, для этого нужно воздействовать на планету на локальном уровне. Как вы думаете, откуда в Арабских Эмиратах дожди? Они же там так и не построили гору. Ответ простой. Арабы подсели на соль. На крылья самолетов устанавливается вот такая пиротехника. Но вместо фейерверков из нее разлетается соль. Обычная пищевая или хлорид калия. Как это работает? На частицы соли налипают мельчайшие капельки воды, и когда собираются слишком тяжелые капли, воздух не может их удержать и сбрасывает в виде осадков. В Арабских Эмиратах в год примерно делают 200 таких вылетов. Для России это тоже не новость. То, что называют разгоном облаков на Параде Победы, это тоже сброс химикатов с самолета. Только у нас не соль, а сухой лед или суровый русский цемент. Действительно, это правда. Чуваки просто сбрасывают цемент сверху и все. И солнышко. Почему каждый день этого не делать? У меня столько мешков под домом. Нет, серьезно. Мужики бросают с самолетов коробки с цементом. А вот как это выглядит снизу. Это реально работающий проект, который не влияет на систему и не нарушает баланс. И пустыне также не нужно взрывать ядерными взрывами для того, чтобы прорывать там каналы. Китай победил пустыню Муус не ядерными взрывами, а просто посадил там растения. 30 лет назад регион выглядел вот так, а сегодня 93% пустыни покрыты лесами и полями. Этот человек и его семья лично засадили деревьями 420 квадратных километров площади. И для них это тоже мегапроект. Дело всей жизни, на который потрачены все силы и ресурсы. Итак, подытожим. Мегапроекты могут показаться вам безумными и не имеющими смысла. Но это неправда. У меня есть свой любимый безумный мегапроект. Задумка такая. Пригнать в точку L1 между Солнцем и Землей астероид массой 500 тонн и с помощью космического аппарата крошить его в пыль и этим пылевым облаком затмить часть солнечного света, охладив планету. Как вам такое? Звучит как сюжет для фильма. Осталось только отправить шахтеров на астероид. Я бы, кстати, полетел. Да, побурил.
Такие идеи должны появляться хотя бы для того, чтобы оставаться на бумаге, чтобы правительство и компании понимали, как дорого исправлять глобальное потепление такими мегапроектами, и что гораздо безопаснее и дешевле устранить главную причину – загрязнение атмосферы. И как обычно, прокачивай свои мозги. Пока. Еще раз привет, это не конец ролика. На самом деле, дополнительная информация у нас осталась, ее очень много, мы ее разместили в Телеграме. Ссылка на Телеграм внизу. Проходите туда, будем рады вас там видеть, нас там уже около 200 тысяч человек. И супер, если вы будете прокачиваться еще и там.